Друзья, добрый день! Всех рада приветствовать. Сегодня мы с вами продолжим работу из спайдер-гарда и сегодня поработаем над треугольником. Что мы сегодня с вами делаем? Как вы помните, работая из закрытого гарда, чтобы перейти в спайдер-гард, нам необходимо взять два рукава, раскрыть ноги, сделать креветку и достать свои колени. Мы начнем сейчас работу отсюда. И потом рассмотрим вариант, когда соперник, допустим, поднимается на ноги. Треугольник. Как мы его делаем? Моя задача достать ногу. Вообще спайдер-гард держится вот так. Мы упираем свою стопу ему в локоть и начинаем растягивать. Да, вот моя работа. И отсюда очень легко можно перейти на треугольник, просто перекинув руку вовнутрь и ногами, затянув его к себе, закрыть. Специально для того, чтобы вы прочувствовали этот момент, можете для начала поотрабатывать такой дрилл, который поможет вам как раз научиться кидать ноги в треугольник из спайдер-гарда. Вы держите эту позицию и отсюда начинаете. Достаете ногу, закидываете руку и забираете треугольник. Вернулись обратно в другую сторону. Сюда, раз, закрыли. Вернулись обратно. Сюда, раз. Каждый раз, когда вы забрасываете ногу, вы второй ногой, давайте с этой стороны, вы второй ногой поднимаете свой таз, чтобы треугольник сел намного плотнее. И закрываете его четко на голень. Закрыли, обратно вернулись. Опять вышли, закрыли и вернулись. Вот этот дрилл поможет вам как раз адаптироваться в спайдер-гарде и поможет вам улучшить свой треугольник. И теперь рассмотрим такую ситуацию. Например, я был в спайдер-гарде, соперник поднимается. Моя задача, когда он встал, одну ногу переключить на руку. Вы ставите ее прямо на бицепс в районе локтевого сгиба. И ногу вытягиваете вверх. Моя задача выпрямить ногу, а руками тянуть к себе вниз. Либо я буду загружать ногой. Задача в спайдер-гарде всегда контролировать соперника. Вы постоянно работаете. И в один из таких моментов, например, мы были здесь, я ногу поставил, все, я начинаю загружать, он начинает меня обратно раскрывать, и в момент его раскрытия ваша нога слетает, и вы отсюда закрываете треугольник. Опять же, мы с вами помним, что работая в разминке, у нас есть упражнение, которое называется березки. И мы все время делаем вот такую вещь. Мы делаем березки вверх и тянемся треугольником. Вот тут как раз таки березка вам и поможет. Потому что когда соперник поднимается, моя задача накинуть треугольник максимально плотно. И для того, чтобы это сделать, у меня есть опорная нога в тазу. Вы когда закидываете, вы как раз делаете березку наверх. И тем самым цепляете его. Отсюда раз. И закрываете треугольник. Еще раз. Мы были в гарде. Я зафиксировал. Сделал креветку. Ноги достал. Соперник поднимается. Он понимает, что сидеть со мной опасно. Я начинаю сразу переключаться в спайдер-гард. Начинаю его выводить. И в один из моментов, я как делаю? Я загружаю вниз. Он начинает, когда меня раскрывать, я сразу отсюда закидываю и закрываю треугольник. Я немножко заставляю соперника чуть подвигаться. Еще раз. Он поднялся. Вы можете поставить ногу не сюда. Вы можете растянуть наверх и сделать то же самое. Затянуть руку. Бум. И закрыть треугольник. Все, закрыли. Отсюда сразу задушили. Сделали удушающий. Вот отличный вариант работы из спайдер-гарда. Выход на треугольник – это достаточно распространенная техника, которая применяется в любом поясе. И если ее хорошо отточить, то я считаю, что можно делать на любом уровне. Поэтому, ребята, пробуйте, учитесь и побеждайте. Все, всем спасибо.